Здравствуйте! В этом видеоролике вы узнаете, как собирают мед в Грузии. Совсем недавно мы побывали на этом празднике и хотели бы поделиться информацией с вами. Наше приключение начинается. На УАЗе поднимаемся на гору в село Городке. Великолепные виды на горы завораживают. Свежий воздух, простор, свобода. В целости и сохранности мы добрались и готовы к медовым приключениям. Это пасека недалеко от села Городке. Здесь в Аджаре 2 раза в год собирают урожай меда. Майский и каштановый. Сбор меда в Грузии – это увлекательный процесс. В это время можно услышать фольклорное грузинское многоголосное песнопение. Когда открывается улей, необходимо использовать дым, чтобы пчелы были послушными. Рамки с сотами погружают на машину и везут на пчелиную ферму. Соты – это пчелиные постройки, которые состоят из множества восковых ячеек правильной шестигранной формы. Отправляемся на пчелиную ферму. По кочкам, очень весело и на адреналине ехать на УАЗе. Откачку меда лучше производить сразу же после изъятия рамок из улья, иначе нектар остынет, изменит свою консистенцию и его будет трудно отделить от воска. Существует 3 способа, как достать мед из сот: специальной медогонки, прессованием или с использованием сита. Медогонка позволяет в короткие сроки откачать большое количество меда, не повредив соты. Медогонка – это бак, в котором располагается крутящийся барабан с кассетами для крепления рамок. В Городке медогонка на 4 рамки, ручная. Этапы качки меда. Первый этап – сортировка рамок с медом и пергой. Второе – при необходимости прогревание в теплом помещении. Третий этап – распечатывание. Специальным ножом удаляется забрус. Это крышечки, которыми насекомые запечатывают медовые соты. Термин придумали пчеловоды. Крышечки сот практически всегда размещаются за брусом, то есть рамкой сот. Четвертый этап качки – закрепление рамок в медогонке. Раскручиваем медогонку, и благодаря центробежной силе мед отделяется от сот. Отделенный мед скапливается в резервуаре, откуда его можно сливать через затвор для меда. Завершающим этапом является процеживание меда от кусочков воска и личинок пчел. Это дымарь, инструмент пчеловода, при помощи которого пчел окуривают дымом. Они становятся более спокойные, сонными, менее агрессивными, что позволяет эффективно и безопасно проводить работы в улье. При помощи мехов нагнетается воздух в емкость с тлеющим топливом, который выпускается через специальное отверстие на крышке. После откачки меду дают отстояться примерно 2 недели. За это время мед из-за своей большой плотности выталкивает из себя остатки сот, восковую крошку и то, что попадает в мед при откачке. В сухом помещении из меда выпаривается лишняя влага. Пчеловоды называют это дать меду продышаться. Все лишнее из меда удаляется. Только после этого этапа мед можно есть.
Горная аджария – это все натуральное. Домашний хлеб, парное молоко, наивкуснейшая черешня и другие продукты. А теперь отправляемся на форелевую ферму. Рыба здесь очень высокого качества и по приемлемой цене. Мы купили 15 килограмм. Мы приехали на рыбную ферму. Это в горах Грузии, в непроходимых местах, вне туристических троп. Есть очень такая неприметная, но крутая рыбная ферма. Тут классный хозяин, очень классная рыба. Причем, смотрите, эта рыба, она выращивается на родниковой воде. То есть горная родниковая вода стекает сюда, и эту воду можно пить. Вот реально я сейчас пил, она прям такая бомбическая вода. Теперь смотрите, горный воздух, натуральная еда, натуральная пища, классная вода. Разве эта рыба может быть не классной? Рыба классная, поэтому мы взяли реально 15 кило. Это не этот пакет с 5 килограммами, 6. 15 кило это вот. Это огромный пакет, там еще все шевелится. То есть так мы сходили на рыбалку в Грузии. Грузия это вообще вкусный воздух, вкусная рыба, добрые люди и хорошее настроение. В горах всегда можно подкрепиться белой, черной шелковицей. Очень вкусно. В нашей семье стало традицией посещать Мириси. Мирийское ущелье, здесь все настоящее, все красивое и прекрасные люди, которые всегда рады гостям. Чистить эту рыбу довольно легко, то есть чешую не надо чистить, только внутренности. Готовить ее можно разными способами: в духовке, на плите, ну и самое вкусное — на костре. Sheni
רב כנע מצרומי כבר חר, גנצואן שג'מי חר ושני, ררו